В этом видео расскажу о композиторе, который черпал вдохновение у пения птиц и давал концерты, будучи в концлагере. Оливье Эжен Шарль Проспер Мессиан – французский композитор, органист, музыкальный теоретик, педагог и орнитолог. Мессиан – одна из самых противоречивых фигур во французской музыке. На творчество композитора большое влияние оказала вера в Бога. Многие его сочинения связаны с религиозной тематикой. Он часто использовал сюжеты священного писания для своих музыкальных произведений. Однако некоторые из них лишены церковного характера. Они являются своеобразными гимнами природе. Начну с того, что Мессиан – человек непростой судьбы. В его биографии есть две печальные истории. Первая заключается в том, что его первая жена, Клэр Дельбо, страдала от церебрального паралича и вынуждена была доживать свои дни в доме инвалидов. Поэтому он сам воспитывал своего сына. А второй, чрезвычайно драматический эпизод – это сочинение квартета «На конец времени» в лагере для военнопленных. Дело в том, что Мессиан во время войны попал в концлагерь, но даже там не переставал писать музыку. В том лагере нашелся немецкий офицер, любитель музыки, который втихаря снабжал Мессиана карандашом и бумагой. Чувствовал ли офицер его талант или, может, просто проникся его рвением? Об этом история умалчивает. Если вы знаете первопричину, напишите «Я не нашла» об этом никакой информации. Почему именно квартет? И почему такой нестандартный состав инструментов? Выбор нетрадиционного инструментального состава был определен присутствием в этом лагере кларнетиста, виолончелиста, скрипача и пианиста, то есть самого композитора. Все просто. Квартет был исполнен на открытом воздухе в 30-градусный мороз зимой 1941 года в присутствии 5000 военнопленных. Так композитор помогал своей музыкой выживать другим и себе. Позже он комментировал это так. «Никогда позднее меня не слушали с таким вниманием и таким пониманием». После освобождения из лагеря он строго придерживался своего порядка. Сочинял музыку, давал уроки в Парижской консерватории. Кстати, он вел классы гармонии, музыкального анализа, музыкальной эстетики, музыкальной психологии и был легендарным педагогом уже в то время. Он путешествовал, чтобы слушать исполнение своих произведений, и читал лекции. И каждое воскресенье играл на органе в церкви Святой Троицы в Париже. Кто хотел повидать Оливье Мессиана, просто приходили в церковь и после службы могли обсудить с ним музыкальные проблемы. Среди его учеников были звезды Пьер Булес, Янис Ксенакис, Карл Хайнц Штокгаузен, о которых я также уже рассказывала. Однажды в классе Парижской консерватории он сказал: «Мы все находимся в глубокой тьме, и я не знаю, куда я иду. Я, как и вы,
заблудился. Однажды он показал студентам книгу с цветными иллюстрациями птиц и сказал: «Птицы – мои главные и лучшие учителя». Затем он продемонстрировал свои записные книжки, в которых транскрибировал пение птиц, слышимое во время путешествий по Франции. Он описывал это так, цитирую: «Птицы всегда поют в определенной тональности. Они не знакомы с интервалом и октавой. Их мелодические линии часто напоминают интонации григорианских песнопений. Их ритмы бесконечно сложны и бесконечно разнообразны, но все же исключительно точны и чисты». Студенты Мессиана, должно быть, задавались вопросом, не сошел ли он с ума. Но Мессиан был верен своему новому видению своего музыкального языка. И так, в 50-е годы почти все свои инструментальные партии выстраивал в форме птичьих мелодий. И так они царили в его музыке до самого конца. Впервые этот метод был последовательно продемонстрирован в его «Пробуждении птиц» для фортепиано и оркестра, премьера которого состоялась на фестивале в 1953 году. Перед премьерой он сказал, цитирую: «Я стремлюсь исчезнуть вслед за птицами». Его птичья музыка – это пьесы виртуозно-колористического характера, построенные на материале пения птиц различных стран. Основными сочинениями, в которых Оливье Мессиан опирался на материал, который был добыт в его орнитологических экспедициях, являются «Экзотические птицы» для фортепиано, малого духового оркестра, ударных, колокольчиков и ксилофона, «Черный дрозд» – это пьеса для флейты и фортепиано, «Пробуждение птиц» для фортепиано с оркестром, а также «Каталог птиц в 7 тетрадях» для солирующего фортепиано. В общей сложности Мессиан записывал голоса птиц более 40 лет. Он создал специальную систему трансформации пения, свистов и призывов птиц на музыкальные инструменты с темперированным строем. Несомненно, эти произведения развивают традиции французской музыки, идущие от Рамо, Куперена, Равеля, но все же есть отличие. Оно заключается в том, что для Мессиана птицы – нечто большее, чем просто музыкальные представители фауны. Птицы для Мессиана – это служители внематериального, и их пение несет в себе религиозный подтекст. Он говорил, цитирую: «Мелодические линии птичьего пения, особенно черных дроздов, превосходят воображение человеческой фантазии. И хотя это будет смешным, рабским подражанием природе, я собираюсь создавать мелодии птичьего характера». Интересно также то, что в каталоге птиц отражается взгляд на природу птиц с позиции исследователя. Примечательно, что приводятся не только бытовые наименования птиц на французском языке, но и латинские научные названия. Также точно фиксируется место и время наблюдения. И при этом композитор поясняет некоторые моменты поэтическими ассоциациями. Например, такое пояснение. Песнь жаворонка должна оставаться и реальной, как голос звезд. Мессиан понимал человеческую неспособность до конца разгадать природу и говорил, цитирую: «Рабски копировать природу бесполезно и тщетно». Поэтому его птичья музыка не просто рабское копирование пения птиц или возможность темперировать птичий язык, а скорее это воссоздание ощущений, ассоциаций человека при восприятии птичьих голосов. И эти ощущения у каждого свои.
Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!